Это наш заключительный ролик из цикла «Мальдивы в январе 2021 года». Кто-то наверняка уже успел посмотреть наши предыдущие ролики с китовыми акулами, мантами, необитаемыми островами и другими красотами подводного мира. Ссылки на них вы можете найти в описании под этим видео. И обязательно досмотрите этот ролик до конца. Вы узнаете, как можно всего за 3 часа научиться управлять катамараном с парусом и увидите, что такое Новый год по-мальдивски. А сейчас вы увидите первые 4 дня нашего новогоднего путешествия. Именно на этом острове, в отеле Holiday Inn, мы проводили год 2020 и с надеждой встретили 2021. Посмотрели в записи «Иронию судьбы», чтобы хоть как-то уловить новогоднее настроение. Потому что, откровенно говоря, глядя на эту лазурную воду, никак не можешь понять, что наступает Новый год. Как-то так получается, что уже последние лет 8 мы встречаем Новый год в южных странах. И настроиться на новогоднюю ночь бывает очень сложно. Если сравнивать этот Мальдивский остров с другими, то можно смело сказать, что это не самый маленький, но вполне уютный островок. Его можно обойти за 15-20 минут, что я и делала каждое утро. Очень приятно идти по белоснежному мягкому песочку под звуки диковинных птичек, любуясь баньянами, фикусами, пальмами и магнолиями. Все-таки утро на Мальдивах – это удивительное время. Если вы любитель природы и тишины, то это как раз то самое место, где можно отдохнуть от суеты, побыть наедине с природой и полежать на пляже, наслаждаясь пением птиц и плеском воды, а не шумом толпы и музыкой, которая несется из каждого утюга, как бывает на некоторых курортах. В ноябре мы были на другом Мальдивском острове в отеле Paradise. Он примерно в 2 раза больше, там было больше активности по вечерам, там интереснее снорклинг благодаря многочисленным коралловым рифам. Но и здесь есть что посмотреть и есть где поснорклить. И, конечно, вкусная еда и заботливый персонал.
Кстати, совсем рядом с нами был другой остров, где, говорят, живут только местные. Вы видите, что там строятся многоэтажные дома, что совершенно нетипично для отельных островов. Я читала в отзывах о нашем отеле, что кому-то этот вид стройки очень не нравился. Но с другой стороны, мы на Мальдивах только гости, и надо же где-то жить и местному населению. Поездка на каноэ – это типичное развлечение на Мальдивских островах и абсолютно бесплатное. Мы пошли почти на закате и, к сожалению, нам дали лодки всего на 20 минут, потому что они закрывались после заката. Обычно лодки дают на час, и вы можете спокойно плавать вокруг острова. Но мне хватило и 15 минут, потому что моя лодка несколько раз садилась на мель. Развлечение интересное, но хлопотное. И вот до конца греби. Опа. Ну и как вам? Хорошо, но мне 15 минут хватило. Я не знаю, как бы я целый час одна гребла. Я вам скажу, это не такое легкое удовольствие. Ага. Еще днем отель стал готовиться к встрече Нового года. Было интересно наблюдать за этой предпраздничной суетой. Закат красивый. Важно, чтобы ты это помнил после женитьбы. Бери. Так, значит, я так понимаю, Галя тебе не нравится, да? Володя, Я посмотри, не могу какой сказать, закат. чтобы я была от нее в восторге. Новогодний ужин был просто шикарен. Столики бронировали заранее. Шведский стол по-королевски. Каких только деликатесов там не было. Good evening. Good evening. Is it oysters? Yeah, oyster. You want to try? Fresh. I already tried. I will come back. Yeah. Okay. Thank you very much. Конечно же, морепродукты под любыми соусами, фрукты, мясные деликатесы, выпечка, пирожное, мороженое. Даже удивительно, где все это они доставали. Одно разочарование, что невозможно объять все меню. Желудок же не резиновый. Вот и осталось легкое разочарование, что не все попробовали.
pancake. Вот это красное вино. Смотри, как выше, смотри. Это устрица. В красное вино. Не-не-не, вот. Володя, если тебе станет плохо от этого, Твое здоровье. Новогодняя программа в виде дискотеки начнется через час примерно. А потом будет обратный отсчет. а Потом сейчас... после обратного отчета все покричат Happy New Year и ждут по домам спать. Да. Сейчас у нас идет обжираловка. Володя уже съел 5 устриц. 7 устриц уже там в красном вине. А тут и икра, тут просто у нас там шведский стол просто ломится. Ближе к полуночи все переместились на пляж, где бармены помогали нам провожать старый 2020 год. Танцы, музыка, веселье и шум моря. И немного фейерверков на соседних островах.
Класс. Классно. Ты сейчас поедешь вот на этой яхте. Первый раз. Мне закончился теоретический курс. Полчаса буквально. Ветер, течение, волны, паруса, конструкция яхты. Как ее переворачивать в случае, если она вверх килем станет, тоже на самом деле это все. И всего за полчаса это все тебе рассказывают? Я умный. Ну понятно. В общем, за полчаса и сейчас ты попробуешь с ней поуправляться. То есть тебе придется с парусами управляться. Да. Вау. Да. И вообще всего этот курс 3 часа идет. Ну, целиком как бы по времени 3 часа, соответственно, в основном, конечно, на практике на море, потому что на теории, что там на теории? Ну, На понятно. пальцах показать и Ну, всё. вообще, я так думаю, что это будет не просто управляться. Ветер сегодня сильный. Сколько Ветер это сегодня стоит? не очень сильный, Да. слава богу. Поэтому Сколько стоит просто для любителей, кто 3 захочет? часа вот этот курс обучения. $130 стоит вот попробовать покататься на такой яхте. А что? Попробовать покататься, Да, получить урок. Получить урок. Что это дает? Вот, допустим, ты получишь, тебе дадут какой-то сертификат, и в следующий раз Нет, ты уже... сертификат никакого не дадут, это я уже спрашивал, но, по крайней мере, допустим, завтра я могу взять тот же катамаран в аренду, уже как бы один, и Ой. один покататься, наверное. И посадить меня, и покататься. Да, и тебя там Да. оверкиль. Ну ладно. Ну давай, удачи. Эх, как я уже представляю, как ты меня завтра покатаешь сам. Надеюсь. Я подошла, вы уже, если бы я на 5 минут. Ну так, ну расскажи свои ощущения. Ну, во-первых, все-таки на катамаране без двигателей и прочее, это ветер, воздух и вода, это классно. И на самом деле у меня получалось нормально, ветер был хороший и управлять и все прочее. В общем, наш инструктор, к слову сказать, владелец вот этого всего Watersports, и не только на этом острове, но и на других некоторых соседних, завтра нам с тобой даст катамаран бесплатно на час. Супер! В качестве Супер, супер. Ну, в общем, рекомендую. Как рука-то? Я смотрю, ну, что устает больше всего и что-то... Попа. Сидеть. Попа? Сидеть. Трудно сидеть, да? Да. Ну, Просто понятно. сидеть трудно. Ну, вообще ты не жалеешь? Это был первый твой опыт, не жалеешь? Нормально. Это первый и далеко не последний, потому что я же буду учиться на этом, как его, штурмана, шкипера, лосмана, Ладно, капитана всё. яхты. Супер. 1 января можно встречать по-разному. Можно отоспаться до обеда, выключив все телефоны, и наслаждаться вкусной едой под хорошие кинофильмы. Можно прогуляться по заснеженным улицам под сияние новогодних елок. А мы 1 января вечно куда-то мчимся. То на экскурсии, то на корабль. Так было и в этот раз. Опять мчимся. Ура! Плывем!
плывем. Что-то мы так быстро плывем. Ничего себе. Смотрите, как мы быстро поплыли. Володя вчера Тут еще, на самом деле, надо бы... Так, 3 часа учился, чтобы Да. сегодня меня покатать. У, красотища. Надеюсь, так, что не Лен, будет кинь дождя. мне вот ту белую веревку. Выключи пока камеру. А что мы так быстро плывем? Потому что ветер? Да, ты смотри на буйки. Ого, как девушка далеко уплыла. Что-то мне страшноватенько. Это... Аккуратнее. Между... Так. Поехали! Отель, который на той стороне, где домики. Супер плюс. 5 плюс. Да. Да. И народ не рекомендует туда близко подплывать, потому что могут позвонить и возмутиться. А, ну тогда не надо. Ты так сильно не плыви. Даже у меня шляпа слетит. Ну, тяжело с ней управляться, вот скажи. Ты вчера 3 часа Нет, учился. ну, силами, по силам не тяжело, а просто надо знать, ловить ветер и знать, что надо и практически нет. Не подплывай, пожалуйста. Вот эти, да? Вот этот 5 Да. Ну, мимо, ну, не надо близко к ним подплывать. Первый раз я еду на катамаране, то есть сама. Ну, в смысле пассажиров, конечно, да. Пассажиром первый раз я вот на таком маленьком катамаране. Спасибо Володе, что он закончил этот курс вчера, и теперь мы можем брать везде, везде. Ну, вернее, не яхту, а Катамаран. катамаранчик. Катамаранчик. Да. Это здорово. Давай мнение. Я просто боюсь сейчас, как на мель налетим. Я помню, как я налетала там. Почему мы опять так быстро поплыли? И прямо на буёк. Короче, ты как хочешь, а я накаталась. Я накаталась. Вот и реально. Да. Я в любом случае еще не катаюсь, потому что сейчас одену жилет, который мы забыли, на самом деле. Так. Видишь, ветер стих, и сейчас... Не надо меня оставлять Нет, одну. нет, я не оставляю тебя, но надо же нам приехать. Уплыли первый раз без спасательных жилетов. Володя вспомнил, что мы забыли. Пришлось возвращаться. Не, все-таки со спасательными жилетами как-то оно приятнее. Кадр 1, дубль 2. Поплыли еще разочек. Я бы, конечно, так бы быстро не плыла бы. Скажи, Володя, зачем мы все время пересаживаемся? Вот все время, когда разворачиваемся в таком направлении, в обратном направлении, потому что не только потому, что парус может по башке дать, когда вот
как вот напрягается парус. Мгм. Потому что при том, давлении ветра на парус лодка накреняется, парус высокий. И если бы мы находились на той стороне, то она бы элементарно перевернулась. А мы Опа. даем противовес. Понятно. Какие еще опасности подстерегают? Акулы. Нет, ну вот серьезно, вот допустим ты едешь, что допустим, Сильные нельзя, порывы ветра, внезапные, да? могут перевернуть. Так, понятно. Мне уже захотелось быстрее на берег. Hi, my friends from Russia. Please come to Kondoma and start learning Ага. the catamaran. Maldives is the best. Please subscribe to Where to Go Today. Where to go today? It is easy or it is difficult, your lessons? It depends on person to person, but if you're active, it's very easy. Easy. Like, For some people, one lesson is enough. So, like him. like one people. Thank you very much. You're welcome. Thank you Please very come back. Yes. Друзья, у нас сегодня последний, крайний день в Holiday Inn. Завтра мы уезжаем. И сегодня вот у нас такой вечер под белое вино. Взяли такую рыбную тарелку, fish and chips, тунец и куча морепродуктов. И все здесь очень вкусно. Поэтому очень рекомендую брать на Мальдивах именно морепродукты. Здесь очень вкусно готовят. Вот таким вот дождем провожает нас Holiday Inn на Мальдивах. Посмотрите только, какой ливень. Говорят, что уезжать в ливень хорошо. Вот такой просто невероятный ливень субтропический на Мальдивах. Уезжаем в дождь. Володь, что ты можешь в целом сказать про этот остров маленький, про Holiday Inn? В целом, Ну да. маленький остров, маленький выбор, ленивый отдых в основном, рифа нет, рыбок мало. Долго здесь не протянешь. Да, больше 4 дней вполне. Если сравнить его с Парадайзом, то все-таки... Больше, конечно, активности, больше разнообразия, там японский ресторан есть, который мы так и не посетили. Вот, так что... Ну там больше рыбок, больше кораллов, акулы, скаты. Кормление, да, опять же, развлекаловки, анимации больше, свадьбы каждый день. Ну то есть этот остров хорош, ну дня 4-5 провести здесь. Даже 3-4, я бы сказал. Да. Да. Но все равно у нас очень приятные воспоминания. Мы все равно оптимисты. Да. А Новый год как тебе понравилось, как здесь провели? Ну, кстати, вот новогодняя вечеринка была. Goodbye 2020. Да, новогодняя вечеринка была шикарная, еда была шикарная. Была шикарная, в большей степени вечеринка, ну, дискотека. Ну, дискотека на пляже. Да, еда. Мы провели на этом острове чудесных 4 дня и едем дальше. Едем на дайв-сафари на самой большой яхте на Мальдивах. Здесь я еще не знала, что впереди нас ждут китовые акулы, гигантские манты, новые друзья. Я еще не знала, что рискну погрузиться с аквалангом в открытом океане. Это был чудесный январь и прекрасное начало 2021 года. А с вами по-прежнему Вояж Дилетантов. Пишите комментарии, пишите, что понравилось, что не понравилось, тоже пишите. Оставайтесь с нами, ставьте лайки. Там-пам-пам-пам-пам-парам.